Каково удивление увидевшего этот обособленно небольшой особняк, украшенный старинной резьбой и диковинной формы элементами внешнего антуража, одиноко стоящего в окружении бетонных гигантов, таращимся множеством окон, словно пауки на свою беззащитную жертву. Но как среди многоэтажек прямо посреди двора оказался этот дом? Хотя вернее будет спросить иначе, как особняк очутился застроенным высотками? На этот вопрос довольно просто ответить. Многоэтажки появились здесь в результате жилой застройки района 80-х годов, а особняк сохранился как объект культурного наследия. Но какая история у этого старобытного здания? Для того, чтобы добыть воспоминания из забвения, я разыскала план города Чернигова от 1908 года. Итак, 117 лет назад район, где ныне располагается особняк, назывался Ковалевка. Название он получил от обилия кузнечных, украинскую ковальских предприятий, сосредоточенных в этой местности. Нас интересует безымянный отрезок, проложенный на карте между улицами Мстиславской и Гончей, который, вероятнее всего, и есть ныне уже несуществующей улицей Лизогубовской. Именно здесь, в 1910-х годах, был возведен одноэтажный особняк канцелярским служителем Глуховской дворянской опеки Черниговской губернии Василием Константиновичем Спановским. В дополнение к усадьбе имелся также каретник и подсобное строение, а еще большой сад. Наши предположения по поводу места размещения усадьбы подтверждаются тем, что доступ в здание находился с тыльной стороны. Там же расположена дверь с разрушенным крыльцом, а современный вход в прошлом являлся верандой. При советской власти улицу Лизогубовскую переименовали в имени Владимира Ивановича Немировича Данченко, театрального режиссера и педагога, о чем свидетельствует ныне уже мемориальная табличка на фасаде здания. В то же время особняк Спановского попал под программу уплотнения, а конкретнее разделен на квартиры и заселен 3 семьями. Из общедоступных источников мне удалось узнать, что вместе с подселенными людьми в особняке длительное время проживала его владелица, вплоть до самой смерти. В конце 80-х последние жильцы покинули усадьбу. Здание осталось на растерзание вандалам и мародерам. Ходили слухи, что в процессе строительства многоэтажного жилого комплекса рабочими были найдены старинные ценные монеты около усадьбы Спановского, в результате чего, несмотря на охранный статус, здание пострадало от рук искателей припрятанных сокровищ. Позднее в нем обосновались люди без определенного места жительства и гулящие компании, проводившие досуг в стенах заброшенной усадьбы. Это длилось до тех пор, покуда здание не арендовала у местных властей религиозная организация, выполнившая его ремонт и поддерживающая благосостояние особняка на протяжении 20 лет. В связи с ростом расходов на содержание снимаемой площади, арендаторы были вынуждены покинуть особняк Спановского, и вот уже около 10 лет это старинное сооружение более никем не востребовано. У ворот стоит домик крошечка и на всех глядит в 3 окошечка. Вот где деньги. Несмотря на инициативу городских властей, о продаже особняка Спановского покупателей не нашлось. Не разыскались жаждущие и после постепенного понижения цены на усадьбу. Сказывается ее обособленное расположение, невыгодное для коммерции, а для других целей – отсутствие коммунальных удобств. Усилиями волонтеров и небезразличных людей усадьба Спановского содержится в достойном состоянии. Благодаря крепкому каменному фундаменту стены не поддались тотальному разрушению. Ранее было восстановлено крыльцо веранды, сделан ремонт помещений, реконструкцию также произвели с декоративными резьбленными элементами. Подобные дугообразные резьбленные сандрики мы ранее встречали в заброшенной усадьбе села Костырев. Ссылку на видео прикреплю в описании. Недалеко от усадьбы Спановского сохранился еще один интересный старинный дом, инкрустированный великолепной резьбой – особняк еврейского купца Гозенпуда, о котором мы будем повествовать в следующем видео.